Всем привет! В свое время, когда устанавливал вертикальную фрезерную головку на НГФ, установил в качестве ведущего одноручейковый шкив временно. Но не все временное является постоянным, бывают исключения, и в данный момент у меня уже накопилось некое количество мелких фрез, включая твердосплавные, как вот эти. И шпиндель станка все чаще приходится раскручивать до больших оборотов. Ну а делать это будет куда эффективнее, если использовать вот такой многоручейковый шкив, так как на вторичном валу уже давно установлен многоручейковый. Этот шкив мне как-то попался за недорого на Директлоте. Цена его вот здесь вот даже частично еще пропечатана. Что-то в районе 600 рублей. Изначально он был с каким-то механизмом вроде муфты. Сюда была запрессована одна часть, причем изготовлено все очень точно. Здесь даже было заштифтована сердцевина. Ну а с другой стороны вставлялись непростые двухрядные, и их, по-моему, было два подшипника, и что-то там вращалось. Ну, в общем, все лишнее я отсюда удалил. И теперь мне нужно вытащить центральную часть. Ну, она же втулка. В качестве материала вот такой пруток на 40 миллиметров, хотя здесь 32, но ничего подходящего я не нашел. Шкив будет устанавливаться вот таким образом, то есть вот здесь нужна проставочная втулка. Эта втулка будет у меня выполнена заодно с основной. Для того, чтобы точить эту деталь, внешнюю и внутренний диаметр, за одну установку мне все равно нужно будет за что-то браться. Вот как раз вот эта втулка, которая потом ни на что не повлияет, кроме вылета, и будет такой основой. Пожалуй, самое интересное, что я планирую в рамках этого видео, это изготовление шпон-паза. Он здесь нужен. И делать я это собираюсь на этот раз не напильником. А я тут накосячил. Но на видео, наверное, будет заметнее. Когда растачивал центральное отверстие, увлекся и расточил его сразу в чистовую. Ну а после этого нужно было ободрать значительную часть металла снаружи. Естественно, нужно было сначала ободрать эту часть металла, а потом расточить внутренний и наружный диаметр
на чистовую. Ну, раз уж я этого не сделал, после обдирки наружной части я решил проверить на биение внутреннюю. И как оказалось, не зря. Здесь было аж целых 3 сотки. Но подтягиванием нулевого сателлита патрона и легкими ударами бронзовым молоточком по детали удалось вывести в сотку. Это уже нормально. Подбирал кучу всяческих разных ненужных заготовок для того, чтобы потренироваться, ну и позже перейти на нужную мне деталь. Но, как назло, ни одна из них не подошла, и начал пробовать сразу на исходной детали. Но уже в процессе увлекся и совсем забыл, что надо же заснять. Но зато на данный момент более-менее отработал технику. Единственное, что особенно на камеру было видно, как сильно отгибает стол, в каком именно месте люфт определить пока не смог. Но зато в его максимальный момент я понял основную причину, а именно затирающие стенки резца. Резец не заводской, сталь 45, 16 пруток, и сюда напаяна, причем обычной горелкой, моими руками, пластина ВК-8. Сам до конца не верил, что такой резец сможет работать, заточил его максимально остро в этот раз, но тем не менее он работает. Пытался подстрогать эти грани напильником, но как бы на месте-то это сделать очень сложно, поэтому пришлось все-таки снять. Ну, минус в том, что уйдут размеры. Строгаю я на минимальных оборотах, никуда не торопясь, но на номинальной частоте частотника, чтобы получить максимальную мощность. Подаю примерно по одному делению поперечного лимба. Меньше не берет, больше уже закусывает. Ну а когда дело совсем плохо, то защищает вот этот ремень, за который много кто меня ругал, говорил, что он не работает даже в теории, но на практике почему-то оказалось по-другому. Можете обратить внимание, что развернут на этот раз натяжной ролик, как я и предполагал. Единственное, что немного удлинил его кронштейн для удобства установки и натяжки. А сам ролик теперь с той стороны. Также пару раз писали о том, что неплохо было бы добавить сюда регулировку хода. Но если посмотреть внимательно на щеку кривошипа, то регулировка хода как раз таки есть. В данном случае стоит максимальный ход, потому что мне нужно строгать 50 мм. Общий максимальный ход здесь составляет в районе 70-75 мм.
На камеру хорошо видно, как отгибает всю эту конструкцию из-за того, что вот эта часть упирается в канавку. А упирается она не из-за того, что резец какой-то неровный, а потому что резцедержатель стоит под некоторым углом. Где-то что-то я не попал все-таки. Возможно, что придется будет переделывать весь корпус резцедержки. Но это вполне ожидаемо, что выявятся какие-то косяки только в процессе работы. Это, можно сказать, обязательная составляющая чего-то самодельного. Вот здесь видно места затирания резца. Ну, теперь-то я знаю, какой он должен быть формы. На будущее постараюсь этого избежать. Шпонка садится плотно. Примерно так я и хотел. Ну а самое главное, что резец самодельный с напойной пластиной ВК-8 выдержал испытания. На удивление мне самому. Потому что напаять такой резец обычной горелкой с баллонным газом, который применяют туристы, ну очень сложно. Готовых резцов, которые мне нужны, я так и не нашел, где только не искал. Ну, быть может, называются они как-то специфически, поэтому решил поэкспериментировать сам. Но самый основной резец, который мне еще предстоит сделать, я бы точно не нашел покупным. Вот такой шкив получился. Хотел прибрать внешний вид, немного пропылить, но нужно делать оправку. Это долго, неохота. На самом деле я подумал, что если здесь все изготавливалось таким качеством, имею в виду внутренние посадки, то скорее всего снаружи все тоже будет в порядке. Но мой переходник выточен с одной установки, поэтому каких-либо критичных биений тут не будет точно. Так что единственный повод придраться к внешнему виду, это вот если только такие какие-то коцки и так далее и тому подобное. Но шкив нужен уже сейчас, поэтому поставлю так. Недавно я все-таки приобрел вот такую штуку, самый дешевый тахометр. Уже наклеил световозвращающую полоску, но фреза чисто для визуализации. Я подумал, что показывать, как фрезерует маленькая фреза, особого смысла нет. Понятно, что можно фрезеровать и на маленьких оборотах, и на больших. Просто на больших это будет удобнее и безопаснее. Поэтому лучше мы с вами проверим, каких оборотов удается достигать на этой головке с прямым приводом двигателя. Двигатель установлен 0,75 кВт и 1400 оборотов в минуту. Частотник ограничен частотой 65 Гц, обычно сильнее я его не раскручиваю, но по идее без заметной потери мощности можно раскручивать и до 75 Гц. Вот таких оборотов удалось достичь. Они не являются никакими космическими. Если поднять частоту Гц до 75, в принципе 2000 при этом будет. При желании, конечно, еще можно изменить диаметры уже установленных шкивов, запас есть. Но пользуюсь я большими оборотами крайне редко, поэтому смысла в этом большого нет. Да и основной темой данного видео все-таки являлось испытание самодельной долбежной головки, которая позволила сделать очередные выводы для перехода уже к более-менее нормальной работе. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.